Дорогие друзья и гости канала, всем привет! С вами Людмила. Приглашаю вас сегодня на мастер-класс по вязанию вот таких замечательных босоножек. Буду вязать их в черном цвете, но для вас специально записала мастер-класс в зеленом, потому что на черном не очень хорошо видно вот сам узор. Поэтому будем вязать вот в таком цвете. Вы выбираете цвет себе сами. Вот, босоножки нам пригодятся к лету, а лето уже не за горами. И мы с вами начинаем мастер-класс. Если вы еще не подписаны на канал, пожалуйста, сделайте это прямо сейчас. Нажмите на кнопку подписаться, на колокольчик, и вы никогда не пропустите новые видео на канале. Ну а мы начинаем. Вот такую подошву я подобрала на каблучке, 36 размер. Она очень вот хорошая, здесь каблучок совсем не ходит. Отлично, я обвязала, отверстие проткнула шилом на расстоянии полсантиметра друг от друга. И в каждое отверстие провязала по 2 столбика без накида, начиная с центра пятки. Вот точно так же приготовила, обрезала готовую стельку. Тоже проткнула отверстие на расстоянии полсантиметра от центра пятки. И тоже провязала по 2 столбика без накида. Полностью сделала обвязку стельки. Теперь надо соединить стельку с подошвой. Это вот модель босоножек, вы можете ее сделать на любой подошве, в том числе и без каблучка. Она будет очень хорошо смотреться. Прежде чем приступить, мы сначала пряжу посмотрим. Пряжа Melissa Sweet, это 75 грамм, 168 метров, 100% акрил. Очень хорошего качества пряжа. Здесь рекомендуемый крючок 2-3 миллиметра. Я беру 2,5 миллиметра. Под эту пряжу очень хорошо подходит, уже не первый раз вяжу. Итак, приступаем. Значит, привязываем стелечку к подошве. Можете ее в нескольких местах закрепить. Вот, и с центра подошвы берем петлю от обвязки подошвы, петлю от обвязки стельки. И соединяем их вместе столбиком без накида. Вот таким образом провязываем по кругу. В каждую петлю ряда обвязки, подошвы и стельки провязываем столбик без накида. Я думаю, что с этим вы справитесь. Это несложный такой процесс. Просто петельку от подошвы, петельку от стельки и вместе провязываем столбик без накида. Двигаемся по кругу до начала ряда. Провязываем весь ряд. В конце ряда, в первую петлю предыдущего ряда, мы провязываем соединительный столбик, закрепляем эту петельку, еще один соединительный столбик и обрезаем нить. Все, конец нити мы протянем между подошвой и стелечкой вовнутрь. Зайдем вот сюда, заберем конец нити и вовнутрь ее туда спрячем, чтобы он у нас не выпадал. Все. Здесь еще нить расслоилась, кусочек остался, я ее тоже уберу. Все, подошва у нас готова. И теперь мы будем вязать изделие. Значит, от центра я отсчитываю 6 отверстий, вот примерно на такое расстояние. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот сюда поставлю маркер с этой стороны, так как у нас носочек будет открыт. И с этой стороны тоже 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 отверстий отсчитала. Это если перевести на петли, у нас каждое отверстие по 2 столбика провязано, это значит по 12 петель в обе стороны. Вот так ровненько, чтобы было, проверяем.
И теперь начинаем вязание. Привязываемся с одной стороны. Сейчас я здесь немножко уберу, вот замеряю расстояние. Смотрите, у меня получилось 3,5 сантиметра. Вот если мы на носочек будем свою ножку замерять, то вот так на подошву ее ставите и где-то вот так, чтобы пальчики у вас были наружу. Вот так. Ну и достаточно, чтобы начало мизинца, чтобы не выпадала потом ножка. Вот. 3,5 сантиметра. Вот так от начала. 3,5 сантиметра. Я наметила еще пяточку, но это уже не принципиально. Итак, убираем маркер и привязываемся сюда. Впереди начинаем вязать перед. Так, я вот не с этой, а с внутренней части начну, для того, чтобы у нас первый ряд был лицевым. Вот отсюда привязываюсь, столбик без накида, и дальше буду вязать цепочку из воздушных петель. Сколько получится петель, это зависит от того, насколько у вас полненькая ножка, какая высота пальчиков. Вот, у меня ножка маленькая, худенькая, поэтому я сейчас буду 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. И, наверное, сейчас я промеряю вот здесь, сколько у меня подъем. Вы просто мерите по своей ножке. Вот. Вот таким образом. Какая должна быть высота. Вы еще смотрите, что когда будем сейчас провязывать, то она немножко уплотнится. Это нормально, потому что в процессе ножки все равно нить подтягивается немножко. Должна быть очень-очень плотно. Вот, провязали. Теперь один соединительный столбик по боковой части. После того, как привязались в эту сторону. Дальше разворачиваемся и в каждую петлю провязываем столбик без накида. В каждую петлю воздушной, вот этой воздушной цепочки. Можно провязывать вот так, как вяжу я, в каждую петельку. Я так делаю сознательно, потому что так будет ровнее, красивее. Можно прямо сразу под воздушную цепочку столько же петелек, сколько вы набрали вот по воздушной цепочке. Но я вяжу вот прямо в каждую петлю. Не очень удобно, конечно, воздушную цепочку, но тем не менее будет ровненько, красиво. Количество петелек будет соответствовать. Вот так идем до конца ряда. В конце ряда провязываем последнюю тут столбик. Дальше привязываемся к боковой части соединительным столбиком. Еще один соединительный столбик. Разворачиваемся на изнаночный ряд и вяжем изнаночный ряд. Провязываем вот так 5 рядов поворотными рядами туда-обратно. Вяжем сюда соединительный столбик, разворачиваемся и так вяжем в обе стороны. Изнаночный ряд тоже столбики без накида. В общем, здесь только столбики без накида. Начинаем со второй петли от крючка. И вяжем то же самое.
Я думаю, что здесь вы справитесь. Туго немножко проходит, потому что там соединительные столбики. Ну ничего. И вяжем в каждую петелечку столбик без накида до конца ряда. В конце ряда присоединяемся соединительным столбиком к боковой части. Провязываем еще один соединительный столбик и переходим на лицевой ряд. Провязываем еще так 3 ряда. Всего нам необходимо провязать 5 рядов туда-обратно. Вот так вяжем поворотными рядами. Вот мы закончили переднюю вот эту полосу. Теперь двигаемся столбики без накида по боковой части. Здесь у нас будет узор. На узор я выделила 35 петель, поэтому по боковой части я вяжу к пяточке, провязываю 35 столбиков без накида. Вот, провязываем 35 столбиков. Теперь воздушная петля подъема, разворачиваемся, вяжем изнаночный ряд, тоже столбики без накида в обратном порядке. Проверяем, чтобы у нас здесь было 35 столбиков. И затем вяжем изнаночный ряд тоже столбиками без накида. С этой стороны у нас тоже должно быть потом на узор 35 столбиков. Значит, отсчитываем здесь тоже 35 столбиков по этой стороне. И последняя петля, 35, туда поставим маркер. Так что проверьте, отметьте, где у нас будет заканчиваться ряд. Вот у меня 35 петля. Все, вот так одинаковая будет у нас с обоих сторон. Вяжем теперь изнаночный ряд. Воздушную петлю подъема провязали. И теперь, начиная с первой петли от крючка, провязываем в обратном порядке столбики без накида. От начала до конца ряда до переда двигаемся. В конце ряда к передней части присоединяемся столбиком соединительным. Еще один соединительный столбик провязываем. Теперь 2 воздушные петли подъема. Отступаем на боковой части, пропускаем 2 петли. И в третью столбик с одним накидом не довязанный. Провязываю петлю, накид и дальше не довязываю, оставляю на крючке. Следующую петлю тоже недовязанный столбик с одним накидом, оставляем петлю на крючке. И в третью петлю столбик с одним накидом, недовязанный, петля на крючке. Итак, у нас на крючке 3 петли, провязываем в общую вершину и провязываем воздушную петлю. Снова пропускаем 2 петли. Теперь в третью будем провязывать 6 столбиков с одним накидом. 1. В одну петлю теперь вяжем. 2. 3. 4. 5. 6.
и 6. 6 столбиков с одним накидом в одну петлю провязываем. Теперь воздушная петля, 2 петли пропускаем, 1, 2, в третью. Столбик с одним накидом не довязываем. Первый, оставляем петлю на крючке. Во вторую петлю второй столбик с одним накидом, оставляем петлю на крючке, и в третью петлю третий столбик с одним накидом, оставляем петлю на крючке. Теперь делаем общую вершину. Провязываем все 3 петли вместе, воздушная петля, 2 петли пропускаем, в третью веер из 6 столбиков с одним накидом. Вот так сейчас будем чередовать. 2 петли пропускаем, из одной петли 6 столбиков с одним накидом, 2 петли пропускаем, из 3 следующих петель по одному столбику с одним накидом с общей вершиной. Между ними провязываем воздушную петлю после веерка и после 3 столбиков с общей вершиной. Провязываем 6 столбиков с одним накидом в одну петлю. Не очень удобно держать вот подошву под камеру. Но я думаю, что вам понятно, да? Столбики с одним накидом, 6 в одну петлю, 2, 3, 4, воздушную петлю, сейчас 6 довязываю, провязываем воздушную петлю после последнего столбика, вот так. И дальше пропускаем 2 петли, в третью столбик недовязанный с одним накидом, в четвертую столбик недовязанный с одним накидом, в пятую столбик недовязанный с одним накидом. Общая вершина. Делаем общую вершину. Закрываем петли и воздушная петля. Пропускаем снова 2 петли, в третью опять веерок из 6 столбиков с одним накидом. Провязали 6 столбиков с одним накидом, воздушная петля, снова 2 петли пропустили и вяжем 3 столбика с одним накидом с общей вершиной. Недовязанный столбик, первый, второй и третий. Делаем общую вершину, провязываем также воздушную петлю. Воздушная петля, пропускаем 2 столбика, и у нас в конце еще получится 1 веерок. Провязываем еще 6 столбиков с одним накидом в одну петлю. И когда мы провязали 6 столбиков, делаем воздушная петля. Провязываем воздушную петлю, и вот в последние тут 2 петли, которые у нас последние остаются, пропускаем там 1 или 2 петли, сколько у вас получится. У меня вот получается через 1 петлю я последние 2 петли провязываю 2 столбика с одним накидом.
Все, ряд закончен. Теперь воздушная петля подъема. И вот такой у нас первый ряд получается. Мы пропускаем по 2 петли и один раз вяжем веер из 6 столбиков, затем 2 петли пропускаем и дальше 3 столбика с общей вершиной. Вот так чередуем их. Разворачиваемся на изнаночную сторону. Провязываем над столбиками последними, вот здесь 2 столбика без накида. 1, 2. У нас было в конце 2 столбика без накида просто. Теперь под воздушную петлю вот сюда столбик без накида. И теперь смотрите, в этом веерке с лицевой стороны берем вот последний вот этот вот столбик и под него провязываем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3. Это мы с лицевой стороны вяжем. 4. 5. Вот провязали под него 5 столбиков без накида. Сразу переходим под самый вот первый столбик, то был под последний, теперь под первый. Тоже 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Вот так мы обвязали этот веерок с лицевой стороны. Вот видите, такой получается узор красивый. Дальше, вот где у нас 3 с общей вершиной столбики, мы под воздушную петлю столбик без накида. Затем в вершину этих 3 столбиков тоже столбик без накида. И под следующую воздушную петлю тоже столбик без накида. 3 столбика у нас здесь получается. Вот таким образом. Снова с лицевой стороны под первую и под последнюю. Вот сюда под первый столбик 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь под последний столбик еще 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4 и 5. Провязали. Дальше здесь под воздушную петлю 1 столбик, в центр в общую вершину 2 столбик, вот сюда над 3 столбиками, и под следующую воздушную петлю 3 столбик. То есть у нас получается 3 столбика под воздушную петлю в общую вершину и под воздушную петлю. Вот так, 3 столбика. Вот такой узор получается. Провязываем до конца.
до передней части. Здесь в передней части воздушная петля, еще одна воздушная петля. 2 петли пропускаем, в 3 петлю переда присоединяемся соединительным столбиком. Если не поняли, как узор вязать, я еще раз по той стороне пройдусь, тоже очень подробненько. Думаю, что будет понятно. Присоединились соединительным столбиком. Вот так у нас получился первый ряд узора. Теперь будем вязать в шахматном порядке. Воздушная петля. И вот сюда, где у нас были 3 столбика, мы провязываем из одной петли 6 столбиков с одним накидом. Провязали 6 столбиков, воздушная петля. И вот сюда, вот видите, вот где у нас был веерочек, вот сюда 3 центральные петли, провязываем 3 столбика с общей вершиной. 1, 2. Все делаем в шахматном порядке. И 3. Вот так, теперь общую вершину. Воздушную петлю. И дальше вот здесь, где у нас было 3 с общей вершиной, в центральную провязываем снова веер 6 столбиков. Все, двигаемся до конца ряда. Вяжем в шахматном порядке, где у нас были 3 столбика с общей вершиной, из одной петли провязываем веер из 6 столбиков с одним накидом. Там, где у нас было 6 столбиков с одним накидом, по центру провязываем 3 столбика с общей вершиной. Доходим до конца ряда. Затем делаем воздушную петлю подъема. И уже разворачиваемся и провязываем также столбиками без накида, как мы вязали предыдущий ряд. Точно так с веерочками будем провязывать изнаночный ряд. Я сейчас покажу вам готовую эту сторону, и по второй стороне еще более подробно пройдусь по узору. Вот так должно получиться. 3 лицевых ряда я провязала и 3 изнаночных. Вот такой узор. Сейчас мы будем вязать еще эту сторону. Я еще раз вам подробно покажу. Потому что узор, он, в общем-то, несложный. Но вот здесь 35 петель мы отсчитали. И мы будем вязать вот отсюда. От маркера уже сюда столбики без накида. Затем изнаночный ряд, столбики без накида. И узор у нас будет начинаться вот от пяточной стороны. Здесь я сейчас нить обрежу. Потом ее спрячу в вязание. Здесь дальше я не буду ничего вязать. Здесь между вязанием вот сюда протяну ее и спрячу уже между узором, чтобы она не выскочила потом. Тут под петельки можно ее завести и протянуть по изнаночной стороне. Теперь вяжу эту сторону. Значит, от маркера мы начинаем. У нас отмерено 35 петель. Двигаемся к передней части, столбики без накида. У нас 2 ряда было столбиков без накида, лицевой и изнаночный. Там мы начинали от передней части, здесь мы будем начинать уже от задней части. Вяжем в каждую петелечку столбик без накида. Я проверяю еще, чтобы тут было точно такое же количество петель, как у нас было на той стороне.
должно соответствовать. И теперь вяжем. Присоединяемся. В каждую петельку столбик без накида. Конец нити завязываем в вязание, чтобы он не болтался у нас тут. И идем до передней части столбиками без накида. В конце ряда довязываем последние петли, присоединяемся к передней части соединительным столбиком. Вот в первую петельку сюда соединительный столбик, еще один соединительный столбик в следующую петлю. Разворачиваемся на изнаночную сторону и теперь провязываем изнаночный ряд, столбики без накида в каждую петельку предыдущего ряда. Вяжем до конца ряда, столбики без накида. Вот, довязали до конца ряда, 2 воздушные петли подъема, и здесь начинаем вязать узор. Сейчас пропускаем 2 петли в третью, провязываем 3 столбика с одним накидом в четвертую, столбик с одним накидом, и в пятую. Вот таким образом 3 столбика с одним накидом с общей вершиной. Вот, объединяем в общую вершину, воздушная петля. Теперь пропускаем 2 петли в третью, 6 столбиков с одним накидом в одну петлю. Рисунок несложный, думаю, что вы справитесь. 2, 3, 4 в одну петлю вяжем 6 столбиков, 5, и 6. Теперь воздушная петля. Пропускаем 2 петли в третью, столбик с одним накидом незавершенный, в четвертую столбик с одним накидом незавершенный, в пятую столбик с одним накидом незавершенный. Теперь объединяем в общую вершину 3 столбика, закрываем и воздушная петля. Пропускаем 2 петли, вяжем в одну петлю 6 столбиков, вот такой веерок. Пропускаем 2 петли, вяжем 3 столбика с общей вершиной и добираемся до начала. Вот веерок, 3 столбика с общей вершиной, веерок, 3 столбика, веерок, 3 столбика с общей вершиной. Здесь у нас пропускаем 2 петли в третью, получится еще один веерок. Провязываем 6 столбиков. Ой, ошиблась. Тут 6 столбиков из одной петли веерок. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь воздушная петля. И вот здесь уже, видите, у нас осталось 2 петли, поэтому мы по переду пропускаем петлю, привязываемся. Столбик соединительный, еще один столбик соединительный, разворачиваемся и теперь изнаночный ряд. Все то же самое. Значит, вот сюда под воздушную петлю провязываем столбик без накида,
Сейчас поближе, чтобы видно было. Вот перед веерком под воздушную петлю столбик без накида. Теперь вот здесь первый столбик веерка, под него заводим крючок и провязываем сюда 5 столбиков без накида. 1, 2, я думаю, сейчас хорошо видно вам, 3, 4, 5. Очень красивый узор получается в изделии. Мне очень понравился. Думаю, что вы оцените, хотя можно любой другой узор использовать. Можно просто столбики без накида провязать и все. Под последний столбик веерочка тоже провязываем 5 столбиков без накида. Точно так же. 1, 2, 3, 4 и 5. Провязали. Вот получился у нас вот такой узорчик. Теперь под воздушную петлю столбик без накида. В центр вот сюда в вершину объединенного столбик без накида. И под следующую столбик без накида. 3 столбика. И снова под первый столбик 5 столбиков без накида. Здесь мы вяжем только столбики без накида. 2, 3. И продолжаем вот так вязать. Все, думаю, что понятно. В конце ряда теперь 2 воздушные петли подъема. И вот где у нас объединенный столбик, сюда провязываем 6 в одну петлю. 6 столбиков с одним накидом в шахматном порядке. Вот таким образом. Я думаю, что вам тут все понятно. После каждого такого вот фрагмента мы делаем воздушную петлю. Вот провязали 6 столбиков, воздушная петля. Теперь вот здесь, где было 6 столбиков, мы в 3 центральные провязываем 3 столбика с одним накидом, с одной общей вершиной. 3 столбика с одной общей вершиной. Смотрите, если вам быстро изображение, вы хотите помедленнее, сделайте скорость помедленнее у себя и просмотрите медленно. Потому что если я сейчас буду в медленном темпе показывать, просто будет очень большое видео. Дальше вот в общую вершину я провязываю 6 столбиков с одним накидом в одну петлю. Снова, видите, вот так. Все чередуется в шахматном порядке. Вот здесь как бы в каждый карманчик воздушная петля. И вот в этот карманчик опять 3 столбика с одним накидом с общей вершиной. Там, где у нас был веер из 6 столбиков, там 3 столбика с общей вершиной. Там, где были 3 столбика с общей вершиной, провязываем веерок 6 столбиков с одним накидом вот сюда в центральную петельку. После каждого фрагмента воздушная петля. Очень простой и красивый узор. Вот провязали веерок, воздушная петля, переходим вот сюда и здесь провязываем 3 столбика с одним накидом с общей вершиной.
Я провязываю отдельно петлю, отдельно накид. Вы можете провязывать их вместе, как вам нравится. Но мне вот так кажется, просто красивее они ложатся. Поэтому я провязываю отдельно петлю, отдельно накид. Каждый столбик, они получаются чуть-чуть повыше. Они получаются очень такие красивые. 3, 4, 5 и 6. Воздушная петля. Теперь 3 столбика, объединенная вершина. Вот вместе объединяем, заканчиваем, и воздушная петля, и присоединяемся вот сюда. Пропустили 2 петли, в третью соединительный столбик и еще один соединительный столбик, изнаночный ряд. Повторяем то же самое. Там, где у нас вот здесь 3 объединенных, мы вяжем вокруг них столбик с одним накидом. Вот видите, провязываем здесь, где у нас было 3 столбика с объединенной вершиной, перед ними столбик, в центр и за ними столбик. Вот так, 3 столбика. Теперь опять на лицевую часть переходим, где у нас веерок, под первый столбик 5 столбиков без накида. 3, 4, 5. И под последний тоже 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Дальше опять под воздушную петлю столбик без накида, в вершину столбик без накида, под воздушную петлю столбик без накида. И снова под первую 5 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5. Под последний столбик 5 столбиков без накида. Все повторяется, только в шахматном порядке. 2, 3, 4, 5. Опять под воздушную петлю, в центральную петлю объединенного столбика и под воздушную петлю. Вот, видите, вот такой получается красивый узор, знаете, как будто бы какие-то красивые такие вот навесы. Вообще очень красиво, мне нравится. 3, 4, 5. На черных босоножках, я вижу, тоже очень красиво смотрится, но просто в изделии да, а вот показывать вам просто узор будет вообще не виден. Черная пряжа. Вы возьмете любой другой цвет, который вам нравится, и свяжете. Мне кажется, в любом цвете будет красиво смотреться. Ну вот, я близко вам показала все. Думаю, что понятен узор. Три, 4, 5. Под последнюю 1, 2, 3, 4, 5. Заканчиваем ряд. Здесь у нас остался столбик без накида и воздушная петля. Следующий столбик у нас будет лицевой, вернее ряд, поэтому 2 воздушных петли
И вот сюда у нас, где был веерок, вяжем 3 столбика с одним накидом с объединенной вершиной. Дальше, думаю, нет смысла вам рассказывать. Вам уже понятно, видно все. Воздушная петля. Сюда в эту одну петлю провязываем 6 столбиков с одним накидом. Воздушная петля. Дальше здесь будет 3 столбика, 6 столбиков и так далее. Все. Изнаночный ряд точно так же, как мы провязали предыдущий. Все. Вот такие у нас боковые части. Теперь я намечаю, где у меня будет проходить как бы такие ремешочки, соединяющие вот эти две боковые части. Вот я буду начинать из угла до первого маркера, оттуда до второго, и потом буду двигаться наверх. Вот так, с этой стороны будет идти уже вот так на перекресток. В общем, сейчас начну вязать, и будет понятно. Начинаю я вот с этого угла. Тут, я думаю, тоже вы сами справитесь. Вы можете просто параллельно сделать эти такие вот ремешочки. Можно сделать вот так, как я, наискось. В общем, как вам понравится. Сколько вязать тут воздушных петель? Хорошо было бы замерить, чтобы вы понимали, какое расстояние на подъеме вот здесь у вас в сантиметрах. Вот мне надо здесь провязать 5 сантиметров. Я просто буду отмерять длину этой воздушной цепочки. Вот у меня 5. Я уже снимаю маркер и присоединяю вот сюда. Подъем у меня низкий, поэтому вот сюда соединительным столбиком. Вот так, видите, это первая у меня полоса. Я вяжу 3 ряда. В общем, набираю цепочку из воздушных петель. Затем в каждую петельку провязываю столбик без накида. И возвращаюсь, потом еще ряд вяжу изнаночный. В каждую петельку провязываю тоже столбик без накида. Получается у меня цепочка из воздушных петель и 2 ряда лицевой и изнаночный. Этого, я думаю, в ширину достаточно будет, потому что сильно широкие тоже будет некрасиво. Ну, в общем, смотрите, как вам понравится. Может быть, вы пошире сделаете. Но тогда придется еще вязать 2 ряда. Это будет уже слишком широко. Лицевой, изнаночный, либо обрезать нить после каждой шлевочки такой. Но я этого не хочу, я буду вязать цельно. В каждую петелечку столбик без накида. Вот дохожу до конца ряда. Тут у меня хвостик, я потом его ввяжу, чтобы он не оставался. В конце ряда довязываю последние столбики. Каждую петельку, чтобы не пропускать, присоединяюсь к боковой части вот сюда соединительным столбиком, еще один соединительный столбик для подъема, разворачиваюсь на изнаночную сторону и вяжу изнаночный ряд со второй петли от крючка, столбики без накида, точно так же столбики без накида.
Здесь все просто. Я сейчас покажу вам 2 шлевочки, вот 2 перекладины, и дальше вы уже сами, я думаю, справитесь. Просто замеряйте высоту подъема, какой длины набирать цепочки из воздушных петель и как у вас они будут располагаться. Вот провязываем этот ряд. Здесь соединительный столбик. И дальше, вот такой будет ширины у меня. И дальше я буду вязать следующую перемычку вот сюда до этого маркера. Набираю цепочку из воздушных петель. Здесь, я думаю, она должна быть уже, я не думаю, я замерила, она должна быть на сантиметр длиннее, потому что подъем идет уже наверх. И вот здесь у меня было 5 сантиметров, а здесь я буду вязать цепочку длиной, вот видите, 5 сантиметров, а здесь будет 6 вторая. Вот дальше подъем у меня увеличивается у ножки, поэтому здесь вот я буду набирать уже 6 сантиметров. Все, дальше я привяжусь вот сюда, где у меня маркер, провяжу изнаночный лицевой и потом, вернее лицевой изнаночный, потом привяжусь вот сюда наверх, уже 3 у меня будет, вот здесь, не доходя до конца. 3 петлю привяжу и тоже провяжу ряд лицевой и изнаночный и закончу на последней петле. Затем провяжу задник, присоединю и уже в обратном порядке провяжу вниз. Сейчас на готовом изделии просто вам покажу, как я пойду дальше вниз, буду опускаться уже в обратном порядке. Здесь у меня воздушные петли сюда, а тут будут вниз идти. И закончу я вот в этом углу. Вот так. Вот, смотрите. Значит, провязала я вот отсюда, начала сюда, потом сюда, сюда. Здесь вот опустилась вниз, провязала 4 ряда лицевой, изнаночный, и потом с этого угла пошла вот так вниз. Закончила вот здесь в углу. Все, я думаю, что вы справитесь, просто здесь важно замерить высоту подъема. А теперь вот сюда я прикреплю ремешок для застежки. Он будет идти вокруг ноги, и с этой стороны встречный ремешок, и будет застежка крепиться. Покажу сейчас еще, как ремешок. Ну, тут тоже все очень просто. Вообще очень простая модель. 5 петель снизу отсчитала. Вот здесь будет ширина, а ширина буду вязать на 7 петель. Значит, вот сейчас намечаю, откуда начинаю. Начинаю с внутренней стороны, потому что застежка будет с внешней стороны. Смотрите внимательно. Теперь 8 петель отсчитываю вот сюда. Начинаю с 8 петли. Просто привязываюсь. И буду вязать ремешок столбиками без накида. Все очень просто тоже. Первые 2 ряда буду начинать со 2 петли. Уберу ширину, потому что, я думаю, на 8 петель это будет широко, она в застежку не войдет. А вот уберу 2 петельки в первых 2 рядах и дальше на 6 петлях буду вязать уже весь ремешок. Для того, чтобы он был ровный,
мы начинаем вязание с первой петли от крючка, с той петли, из которой у нас воздушная петля подъема. Вот первый ряд я вяжу 8 петель, затем изнаночный ряд буду вязать со второй петли от крючка. Сейчас развернемся, покажу. Вот довязала до маркера, он нам уже не нужен. Воздушная петля подъема, разворачиваюсь на изнаночную сторону и начинаю ряд со второй петли от крючка. Вот я убираю 7-ю петлю, провязываю все петли от начала до конца. Воздушная петля подъема, разворачиваюсь, начинаю ряд. Вот здесь у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И, наверное, я так его и оставлю. Вот с первой петли от крючка, оттуда, где у нас воздушная петля подъема. Это первая у нас воздушная петля. Теперь 2, 3, 4, 5, 6, 7. И дальше воздушная петля, и мы снова вот в первую петлю первые, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. Вот видите, воздушная петля и 6 петель. Все, дальше я так и двигаюсь. Воздушная петля и 6 столбиков. Воздушная петля и 6 столбиков. Всегда начинаем с первой петли от крючка. Тогда ремешок будет ровненький, края будут у него ровненькие. Вяжем необходимой длины. Замеряем, какая длина нам нужна вокруг пяточки. И на эту длину провязываем. Все, вот такой ремешок, вот сюда доходим. И в конце этого ремешка, вот я подобрала такие 2 застежки. Часто вы пишете, как привязывать застежку. Я сейчас покажу, как я это делаю. Вот к концу ремешка, где у меня будет застежка, вот таким лицевой стороной, вот так прикладываю. Вот так должна располагаться эта застежечка. Теперь петля у нас, видите, за застежкой. Я ее протягиваю вот сюда вовнутрь. Вот таким образом. И первую эту петлю, как обычно, вот просто привязываю так вокруг перекладины соединительным столбиком. Все, привязалась. А теперь в каждую петелечку провязываю столбик без накида. Дальше пропускаю вот сюда, достаю, вывожу петлю под перекладиной, а провязываю столбик над перекладиной, закрываю. Вот так. Под перекладиной нить вынимаю, потом крючок над перекладиной и столбик без накида. Снова под перекладиной вынимаю нить и над перекладиной закрываю столбик. Вот таким образом обвязываю. Теперь у меня тут застежечка посередине, поэтому надо вывести с другой стороны. Вот так обвязываю.
и до конца провязываю столбики без накида. Это несложно. Застежку можно просто взять иглу там и просто нитью пришить. Но мне кажется, это все-таки некрасиво, не так прочно. Все равно привязать будет лучше. Вот таким немножко сложновато. Ну, по мне так кажется нормально. Вот так закончили ряд. Теперь эту петлю я перетягиваю на другую сторону, вот сюда в конце, и закрепляю ее воздушной петлей, обрезаю нить и конец нити спрячу в вязание в ремешок. Все. Вот так очень крепко, хорошо и красиво привязанная получается застежка. Вот. И теперь нам необходимо с другой стороны встречный ремешок. Вот здесь также 5 петель поднимаюсь на 5 петель, начинаю с 8, затем одну петлю сокращаю и вяжу на 7 петелек, воздушная петля и 6 петель, встречный ремешок. Вот, я его провязала, прошла несколько рядов, а потом вот так с каждой стороны убрала по петле. То есть уже начинала не с первой петли, а со второй, и поэтому он уменьшался до тех пор, пока не останется одна петля. Вот, я думаю, что результат получился очень симпатичный. Надеюсь, что вам понравилось. Обязательно напишите в своих комментариях, понравилась ли вам модель, понятно ли было все, хорошо ли было видно. Вот, может быть, какие-то у вас есть пожелания по другим моделям, чтобы вы хотели, чтобы я еще с вами провязала. Вот, пишите, какой цвет вы для себя использовали. Буду очень рада вашим комментариям. Вот смотрите, как смотрится моделька в черном цвете. Очень красиво. Вяжите. Я думаю, что вы не пожалеете. Друзья, если это видео вам понравилось, пожалуйста, поставьте лайк, не забудьте подписаться на канал, делитесь в соцсетях и оставляйте комментарии. Смотрите другие видео на нашем канале. Вы увидите в конце ссылочки на босоножки, которые есть на канале, поэтому заходите и просматривайте. До новых встреч, друзья!